С кем ты состаришься? Давай посмотрим вместе. Как всегда, с вами Вика и новый расклад Таро для мужчин. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад, либо на диагностику негатива, телефон под видео. Знаете, вот как будто вы в последнее время очень сильно уж как-то погрузились в работу. У кого-то это может быть связано, возможно, с выходом на новую работу. У кого-то это могут быть новые проекты. У кого-то это новые задачи. Причем такая, может быть, даже командная работа, либо же вы, может быть, ну как-то сотрудничаете, да, вот вас пара-тройка человек, которые очень плотно заняты каким-то важным делом по работе. Может быть, вы исполняете какие-то одинаковые функции, да? Я не могу сказать, что прям у вас очень большой заработок. Ну, в общем-то, на жизнь вам хватает. Вы не можете сказать, что вот прям уж совсем у вас капец-капец по работе. Нет, всегда хочется большего. Но я не могу сказать, что, в общем-то, вы обделены деньгами. Единственное, может у кого-то проиграться, что не все возможности вы используете. То есть у вас может быть много талантов, у вас могут быть несколько специальностей, профессий, да. В общем-то, вы парень рукастый. Ну, многие из вас такие, по крайней мере, хоть это и общий расклад. Но я не вижу особой такой мотивации, когда вот хочется для кого-то это делать, да, зарабатывать деньги, ради кого-то землю рыть, да, и поэтому... В общем-то, имеете то, что имеете. Хотя, вот возьмите на заметку, да, в принципе, вы и сами об этом многие знаете, что если очень захотеть, если появится мотивация, то вы, в принципе, способны горы свернуть и заработать намного больше. Также мне показано, что многие из вас не отпустили прошлое. Это прошлое вас тянет, это прошлое вас тяготит. С чем это связано? Это связано с семьей. Ну, обычно это либо же потеря семьи, да. Здесь может проиграться как развод, так и уход женщины на небо. То есть, может быть, кто-то из вас стал вдовцом, и до сих пор эту утрату вы не пережили. До сих пор вам больно, до сих пор тяжело. И из-за этого даже, может быть, ну, именно из-за этих ваших таких тяжелых переживаний вы не торопитесь в новые отношения. Вот как-то, знаете, это на уровне мысли, на уровне мечтаний, да, вот может быть когда-нибудь, да, вот я займусь личной жизнью, ну, здесь либо же проиграется, что вот вы действительно в силу своих переживаний поставили на паузу личную жизнь, либо же, вот опять же, как я в начале расклада сказала, именно рабочие моменты, что вам просто банально не до личной жизни, потому что ваша работа занимает очень много времени, очень много сил. И вы уже, ну, к вечеру, может быть, перестаете быть в ресурсе, вы уже перестаете быть таким активным живчиком, да, что даже вечером, допустим, пойти куда-то с кем-то прогуляться уже банально нет сил. Поэтому я не удивлюсь, если даже вы скажете, что на личную жизнь не остается ни сил, ни времени. Давайте-ка сделаем по этому поводу как раз маленький опрос. Напишите, пожалуйста, в комментариях. У вас есть время и силы на личную жизнь. Ну, так, если по-честному, да? Хоть и говорят, что кто хочет, ищет возможности, кто не хочет, ищет причину, да? Ну, это золотые слова, но опять же, если человек уставший, если впахивает 24/7, грубо говоря, то здесь, наверное, уже эти слова не очень-то актуальны. Вы человек очень такой мечтательный, да? О чем же вы мечтаете? Давайте немножко... Ух ты, кому-то из вас не хватает страстей. Но это скорее интимная сфера затрагивается, то есть это может проиграться длительное воздержание. Это может быть даже у кого-то, допустим, вот и есть женщина, ну, для постели, скажем так, да? Ну, вы ее не любите, вы это понимаете, но как бы... Немножко она вас огорчает. Либо же она не очень хорошая любовница, либо же вам все равно не хватает вот какого-то такого душевного тепла, что ли, да? То есть вас огорчает то, что вроде бы любовница есть, а любви рядом нет, да? Тоже может это проиграться.
Ну, давайте-ка смотреть, мои хорошие, с кем же вы состаритесь. Давайте посмотрим, кто к нам сегодня придет на расклад. Какая птица-синица. Как вам тяжело? И смотрите, опять-таки мне показывает, что вы даже, ну, стараетесь не афишировать свою боль. То, как вам тяжело, больно, вы не афишируете. В вашей жизни появится женщина, но это будет не в ближайшее время. И даже вот, ну, я так думаю, по той простой причине, что... Опять же нам показано, у кого-то из вас сейчас тяжелый период, может быть это, как я уже говорила, связано с работой, да, что вы все погрузились в работу, в переживания. Здесь могут быть еще какие-то личные моменты, да, ну то есть бытовые, да, ну то есть семейные, может быть кому-то помогаете. Ну то есть тяжелый период решения каких-то вот проблем. Но когда вы немножко так встрепенетесь, да, когда сбросите этот груз своих забот, хлопот, у кого-то немножко начнет стабилизироваться ваше психоэмоциональное состояние, вот тогда в вашу жизнь придет женщина. Может проиграться огненного знака зодиака, но не обязательно, потому что это общий расклад. Женщина средней такой комплекции, среднего телосложения, уверенная в себе, женщина, которая, в общем-то, знаете, она относится, наверное, к тем женщинам, про которых говорят: вижу цель, не вижу препятствий. Вот она активная, да, потому что у нас жезловая масть — это очень активная такая масть, она больше мужская, поэтому в этой женщине есть некие такие черты, может быть, даже, ну, сродни, которые бывают чаще у мужчин. Это какая-то настойчивость, это целеустремленность, да, это такая повышенная деятельность, что ли, да, она может делать несколько дел одновременно. Она активная, она страстная, она ревнивая. Вот как бывают мужчины-собственники, да, а здесь женщина, она достаточно ревнивая, хоть и, в общем-то, знает себе цену. Как говорят, обычно ревнуют люди, которые имеют заниженную самооценку. Но про эту женщину я точно не могу сказать, что она имеет заниженную самооценку. Она достаточно хороша, достаточно уверена в себе, но, тем не менее, вот ревнивица еще та. Я вам скажу так, она живет не торопясь. Хоть и вот парадокс такой, да, в каком смысле не торопясь, хоть она и активная, да, она не торопит события, особенно то, что касается мужчин, да, она никому не навязывается, она вот отпустила и все, вот как идет, так и идет, она ни за кем не бегает, она никого не завоевывает, вот для нее вранье, предательство, какое-то лицемерие, для нее это табу, и эта женщина точно не прощает таких людей. У нее очень небольшой круг общения, она очень четко разделяет личные границы и дружбу, да, то есть она не впустит непроверенных людей в свою жизнь. В общем-то, это нормально, да, особенно если человека когда-нибудь предавали, обижали, да, но это нормально устанавливать какие-то личные границы. Эта женщина нравится мужчинам, в общем-то, да, потому что она хороша. Но, знаете, за ее такой внешней, может быть, маской, такой уверенной женщины, когда она остается одна дома, вот ее накрывает, и, в общем-то, на самом деле она не железная леди ни в коем случае. Это ее такая маска, да, маска обиженной женщины. Те обиды из прошлого скорее заставили ее одеть эту маску. Когда остается одна, она может и пустить слезу, да, и где-то проплакаться. Вот как будто она приходит, да, и в коридорчике так ставит эту маску, да, и становится сама собой. Очень такая ранимая, очень, ну, такая тендитная даже, говорят о таких женщинах, да. Почему-то вот чувствует себя одинокой, да, потому что, в общем-то, она мужчинами нравится, но сердечко какой-то период у нее не ёкало. Давайте-ка посмотрим, что же будет между вами происходить, да, это мы ее немножко так описали, что это за женщина, то есть вы поняли, с виду она может быть, ну, такая серьезная достаточно, неприступная даже в каком-то смысле, хоть она и активная, она неплохо выглядит,
но в душе она совершенно другая. Она может быть даже вот такой себя одинокой чувствовать во всем белом свете. Так, ну и снова, ну даже я не удивляюсь, ребят, вот я не удивляюсь. Когда у вас будет с ней знакомство, как вы поняли, это будет не в ближайшее время, а чуть попозже, да, у кого-то раньше, у кого-то позже, вы понимаете, что это общий расклад. Когда вы ее увидите, ну, то, что она вам понравится, это ничего не сказать. Вы влюбитесь в нее, вы будете готовы воевать за нее, вы будете готовы сражаться со всеми драконами мира, какие только появятся. Вот именно с этой женщиной у вас пойдут отношения, о которых вы давно уже, может быть, мечтали. С этой женщиной, вот да, в перспективе показана опять же у нас карта семьи, карта брака. Вот с этой женщиной вы смело можете состариться. У нее не будет ни капли манипуляций. Вы просто станете влюбленным мужчиной, который не будет замечать никакие там недостатки. Да? У любого человека есть даже по мелочи какие-то недостатки. И вот вы оденете эти розовые очки, вы влюбитесь в нее, да, и вам будет просто с ней хорошо, комфортно. Это будет у вас взаимно. Вот вы станете как будто поддержкой и опорой друг у друга. Это не будут какие-то манипулятивные отношения, ни в коем случае. Манипуляции, в общем-то, и вы, и она не приемлете. Ну, хоть, в принципе, говорят, что многие люди, да, в принципе, почему многие? Все люди, если так, положа руку на сердце, все люди манипулируют друг другом. Кто-то больше, кто-то меньше. И не говорите, что нет, я не такой. Ребят, это не я придумала, это психология, это скажет любой психолог. Все друг другом манипулируют в разных целях. Поэтому сказать, что это будут какие-то игровые, да, манипулятивные отношения, нет. Вот сердечко ёкнет и понеслась жара, да. Очень такие активные отношения, которые очень сильно разнообразят вашу жизнь, привнесут больше радости, привнесут даже некие такие какие-то вот незабываемые ощущения, да, появятся новые знакомые, да, вот она вас познакомит со своими подружками, друзьями, да, но вы же ревнивец еще тот, мои хорошие мальчишки, вы же тоже ревнивцы. Вы, когда будете с ней в отношениях, ваш глаз будет гореть, и в то же время вы будете очень четко смотреть по сторонам, не дай бог, где-то соперник за углом появится, да. Вас будет очень настораживать, как другие мужчины, да, может быть, бросают там восхищенные взгляды. Ну, кровушка немножко будет бурлить, клокотать, желваки будут бегать, ну, это все нормально, да, ну, это такой инстинкт собственника. Что я еще могу сказать? Эта женщина, ну, в общем-то, она по судьбе, да, у нас колесо фортуны, это судьбоносная встреча будет. Мимо этой женщины вы точно не пройдете. Но единственное, что, ну, как-то немножко угомоните свою ревность. Что еще нам поведает Таро? Давайте-ка посмотрим, какие у вас будут с ней еще отношения. Вот сами отношения. То, что брак, то понятно, но любовь, это взаимная любовь. Причем, смотрите, даже те из вас, которые... Ну, такие, в общем-то, брутальные, да, может быть, сильные мужчины. Хоть вы там и 2 метра роста, вы такая гроза, скала. Вы настолько станете ручным с этой женщиной. Вы настолько превратитесь из такого сильного льва, превратитесь, ну, просто в ручного котенка. Ну, под воздействием любви это очень часто бывает. Вы будете, ну, млеть рядом с этой женщиной. Конечно же, вам захочется с ней состариться, вам захочется идти рука об руку до конца своих дней. В общем-то, об этом нам и говорит семейная карта, да. Неважно, будете вы жить гражданским браком, официальным, это уже не важно. Для вас будет главным то, что вы захотите жить с этой женщиной, с которой почувствуете, ну, незабываемые ощущения. У кого-то может проиграться, что вы уедете даже, ну, куда-то за границу вместе с этой женщиной, поменяете свое место обитания. Да, однозначно. Крутые перемены в вашей жизни. Излечение от разных ваших страхов, сомнений, комплексов. И даже вот мне показано, что те из вас, которые
ну, немножко так уже похоронили своего Бобика, да, там земелькой засыпали, памятник поставили, ничего подобного. Вот ваша мужская сила, вот она, мои дорогие, и ничего мне не рассказывайте. Просто, может быть, на сегодняшний день у вас либо же не было длительный период женщины, которая могла бы реанимировать и оживить вашего Бобика, да, и неважно, искусственным дыханием, либо еще какими-то мерами, но она у вас есть. Просто, ну, ваша собачка заснула. Ну, что я могу сказать? Пока не появится новая хозяйка, а она появится, хоть и немножечко придется подождать, будет бурно, будет страстно, будете воплощать много чего с этой женщиной, да? Вы почувствуете себя мужчиной, нужным, любимым и счастливым. Это, наверное, ну, самое такое основное, что не хватает многим мужчинам. С этой женщиной вы, возможно, даже будете много путешествовать. С ней у вас будут какие-то, ну, такие занятия. Вот. Но чем-то вы будете заниматься, чем раньше даже, может быть, не занимались. Она вас может привлечь либо же к хобби какому-то, да, вот, допустим, она чем-то занимается. Вы тоже можете так немножко подсесть вместе с ней, да, увлекаться какими-то занятиями. С этой женщиной будет безумно интересно даже поговорить. Знаете, когда вы будете с ней даже на расстоянии, ну, бывает разная, да, работа, допустим, либо у нее там, либо у вас бывают, может быть, командировки, ну, то есть отлучиться куда-то нужно, может быть, уехать там к друзьям, там, к близким. И когда вот вы будете в разлуке, у кого-то, может быть, даже на работе, пока вы будете, да, вот в течение дня, вы будете так скучать, вы будете себя очень одиноко чувствовать, потому что вот эта вот тяга, которая проснется в вас, ну, это просто что-то неописуемое, это что-то невероятное. Но обычно бывает такое ощущение, вот говорят по молодости, хотя говорят, опять же, любви все возрасты покорны, да. Только вместе вы будете чувствовать, наверное, самую большую гармонию, которую только можно придумать. Поэтому вас потрясающая женщина на пороге, с которой вы состаритесь, с которой вы будете счастливы, ну и с которой у вас все будет на высоте. А если кому понравился этот расклад, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!